Всем привет! Вы все уже знаете то, что у нас есть Google Pixel 3 XL. А если не знаете, то это хорошая новость для вас, не так ли? Почему так долго не было ролика? Законный вопрос. Во-первых, мы не знаем, кто все это слил, намеренно это было или нет, ну и во-вторых, непонятно, выйдут ли устройства в свет именно такими, какими вы их видели. Но, как гласит наш инсайдер, они будут именно такими. Большой пиксель с челкой и маленький без нее. Что по телефону? Пока могу сказать так. Сзади это приятное, красивое устройство, очень классно выглядит, полностью стеклянный корпус с каким-то напылением, хотя может это пластик, но ощущается как стекло, плюс беспроводная зарядка тоже здесь встроена. Сбоку металлическая рамка, но как только поворачиваешь телефон к себе, это ужасная, огромная, некрасивая челка все убивает. Кстати, по размерам он такой же, как Pixel 2 XL, вообще никак не изменилось, но экран заметно больше. Ну и сзади тоже выглядит поприличнее. А еще один минус. У второго Pixel такого нет. Камера выпирает. Из новшеств, коих не так уж и много, я бы в первую очередь отметил новую крутую систему вибраций, такую же, как на iPhone 7, 8 и 10, может быть даже лучше. Нажимается очень классно, отклик вообще приятнейший. Во-вторых, беспроводная зарядка, наконец-то, об этом мы уже сказали. Ну и в-третьих, уже сейчас можно отметить то, что Pixel 3 3 XL всего с одной камерой по-прежнему лучший камерафон, который рвет и Note 9, и iPhone 10s. В этом плане все хорошо. Если вы хотите, чтобы мы сняли отдельный ролик про то, как снимают iPhone, Pixel и Galaxy, поставьте лайк. Если мы наберем достаточное количество лайков, то обязательно сделаем. Обо всем остальном узнаем 9 октября, когда Google покажут смартфон. Ну и будет полноценный большой обзор накануне этой презентации. А пока такой более-менее разговорный ролик. А пока поговорим вот про что. Почему Google совершает такие серьезные ошибки в дизайне? Есть пару предположений на этот счет. Во-первых, Google, скорее всего, просто плевать. Это устройство для гика. Не продается оно? Ну и ладно. Вот мы вам выкатили новую версию, покупайте. Нет, так да и черт с ним. У нас самая популярная операционная система в мире. Но бытует и другое мнение. 9 октября Google придет и скажет: да, есть Pixel 3 3 XL, чуть обновленный, пожалуйста, покупайте, с лучшей камерой. Но если Apple смогли сделать устройство за 90 тысяч, то и мы можем. И вот вам, друзья, Google Pixel Ultra. С условным названием, по крайней мере, утечки об этом гласят, о котором ничего не известно. Красивейший, безрамочный смартфон, по крайней мере, таким мы хотим его видеть. Но будет ли он, вообще непонятно. Все держится в строгой тайне. И вот если случится именно так, то мое почтение, отличный финт ушами. Плюс, если помимо безрамочного экрана они сюда добавят вторую камеру телевик, то Google вообще всех порвут. Ну а если все останется так, как есть, то земля пухом, короче. В любом случае, я соглашусь с вами, то, что сейчас присутствует много классных смартфонов, которые симпатичнее Pixel. Я и сам недавно перешел на Galaxy S9 Plus, потому что он мне просто нравится. Да, у него ужасная камера, просто отвратительная автономность, даже на полдня не хватает, но им приятно пользоваться. Samsung Experience удобнее, чем Google Android, об этом мы тоже вскоре поговорим. Тем не менее, второй Pixel я с собой продолжаю таскать только для фотографий. И при этом я понимаю то, что Google нахрен ничего революционного не делает, потому что, покупая такой дорогой смартфон в России без гарантии, хочется получить вообще все. От лучшего дисплея и дизайна до голого андроида. А что с дизайном и дисплеем? Ну, у Pixel 2 XL дисплей просто ужасный. Матрица, особенно после Samsung. Хотя отмечу то, что в 3 XL это поправили. Здесь матрица прям классная. Но вот эта челка все портит. Плюс, как вы догадались, сборкой занимается HTC, поэтому вопросов по ней никаких нет. Тактильно этот телефон очень приятен и хорошо сложен. В России Google Pixel, что первый, что второй, официально не продаются. Скорее всего, то же самое будет касаться и третьей версии, которая стоит практически $1000 на уровне топовых айфонов, и в эту 1000 просто можете выкинуть на ветер, если что-то пойдет не так, потому что нет гарантии, а на те же айфоны есть, и как-то они попрестижнее в нашей стране, уж так повелось. И позволить себе такой смартфон может человек только с хорошим заработком, а заработок — вечный вопрос. И что делать? Непосредственно это связано с образованием, поэтому какую специальность выбрать, на кого пойти учиться? На этот вопрос обещают ответить в онлайн-университете Skillbox. Используя современные методы и технологии, они хотят поменять мир образования. Миссия ответственная, но нужная. По версии Skillbox в число профессий будущего входят веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Для тех, кто сомневается, весь октябрь специалисты будут проводить бесплатный большой онлайн-марафон. Всего запланировано 56 мастер-классов и большое количество спикеров по 3 направлениям, среди которых заявлены арт-директор Wildberries, Михаил Овчинников, глава команды антиспам в Баду, руководитель
руководитель группы специалистов по поисковому продвижению InGate и множество других экспертов, достигших высот в своем деле. По результатам онлайн-марафона вы сможете определиться, какую профессию выбрать, на кого пойти учиться, чтобы знания действительно принесли пользу. Еще раз повторю, что все это бесплатно, абсолютно. Стоит только зарегистрироваться, потому что количество мест ограничено. Ссылка будет, естественно, в описании. Итак, давайте вернемся к загадочной версии Google Pixel Ultra. Я, правда, не знаю, таким ли будет название, будет ли он вообще, но если Google додумаются помимо безрамочного экрана и второй камеры поставить батарейку побольше, а еще быструю зарядку, как в Oppo Find X Lamborghini Edition, чтобы за 30 минут все заряжалось, то будет совсем хорошо. Но лично я в это вообще не верю. Мне кажется, покажут только 3 и 3 XL, и все будет грустно. В любом случае, ждем презентации 9 октября, тогда все узнаем. Ждем вторую версию Pixel Buds, только нормальную, потому что первая версия полный провал, а мы хотим что-то вроде AirPods. Ну и вторую версию Pixel Book. В остальном, опять же, октябрь. Ждем. До встречи. Не забывайте подписываться на канал, в том числе наши английские друзья, англоговорящие, которые сейчас читают субтитры и не понимают, что я говорю по-русски. Ставьте этому видео лайк. Ну и, естественно, у нас будут всякие инсайды. Че вы? Подписывайтесь.